Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать голливудский макияж, который включает в себя стрелки и красные губы. Сделать этот макияж довольно-таки очень легко, поэтому поехали! Итак, я уже нанесла на лицо базу под макияж и тональный крем. Сейчас мы будем контурировать лицо с помощью консилера и жидкого бронзатора. Итак, для начала мы берем консилер светлый и мы его наносим на лоб, на верхушку носа, над губой, на подбородок и под глаза. И теперь мы хорошенько растушевываем. Обращайте внимание, чтобы у вас не оставалось никаких четких полос, чтобы переходы были плавные. Теперь мы берем жидкий бронзатор и наносим его на скулы. Теперь мы также будем затемнять виски, поэтому проводим здесь линии, челюсть, над подбородком, под носом и крылья носа. Если у вас нос немножечко длинноватый и вы хотите визуально его укоротить, вы можете также еще темным нарисовать здесь. Помним, что все, что мы хотим выделить, мы высветляем консилером или хайлайтером. Все, что мы хотим наоборот спрятать, углубить, то мы затемняем с помощью жидкого бронзатора или сухого бронзатора. И теперь мы также хорошенько тушуем. Тоже мы обязательно следим, чтобы у нас не оставалось никаких четких полос, чтобы у нас были все переходы плавные. Помним, что верхушку носа мы высветлили, поэтому, соответственно, бронзатором мы не заходим на верхушку носа, мы все тушуем вниз. Если вы зашли на верхушку, то можете еще раз взять светлый консилер, буквально чуть-чуть нанести его и растушевать. И еще раз проверяем, чтобы у нас не было никаких четких полос. Если вы видите, что где-то зашли немножко больше, чем хотели темным бронзатором, то не бойтесь, возьмите еще раз светлый консилер, буквально точечно нанесите и еще раз растушуйте. Итак, мы нанесли консилер и жидкий бронзатор. Теперь мы берем рассыпчатую пудру и буквально немножечко нам нужно припудрить те места, на которые мы сейчас будем наносить сухой бронзатор и сухой хайлайтер. Если у вас кожа жирная, то можно припудрить все лицо. Если она комбинированная или сухая, то мы пудрим только щеки и скулы, потому что именно на это место мы будем наносить бронзатор, хайлайтер и румяна.
Теперь мы берем сухой бронзатор и хайлайтер. Бронзатор мы берем светлый, не нужно брать темный. Я буду пользоваться двумя. Вот этим вот, но я его буду смешивать со светлым. Итак, набираем бронзатор, немножечко струшиваем все лишнее. И как мы его наносим? Ставим точку, как бы, да, там, где у нас скула, и легкими движениями вверх мы его тушуем. Набрали, струсили и легкими движениями мы тушуем. То же самое мы делаем со второй скулой. Также мы затемняем виски. Тоже ставим точечку, висок и вверх тушуем. Поставили точечку, висок и вверх тушуем. Точно так же мы еще затемняем челюсть. И если нужно, мы еще затемняем крылья носа. Теперь мы наносим хайлайтер. В голливудском макияже хайлайтер играет огромную роль, его нужно наносить побольше, но только если у вас скулы небольшие, потому что если у вас скулы огромные, а вы еще и нанесете хайлайтер, они визуально станут еще больше. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. Я буду наносить, я смешиваю два цвета. Строшиваю лишнее и наношу хайлайтер. Мы его наносим на верхнюю часть скулы и переходим на висок. Со второй делаем то же самое. Сначала наносим на верхнюю часть скулы и плавно мы переходим к виску. На верхушку носа. Можно на кончик, опять же, если вам кажется, что у вас нос длинноватый, вам хочется сделать его короче, ни в коем случае мы не наносим хайлайтер на кончик носа, потому что визуально он станет еще больше, тогда мы его затемняем. Если же он у вас нормальный, он вам нравится, то можно нанести хайлайтер на кончик носа. И также хайлайтер мы наносим на верхнюю губу. И теперь мы переходим к глазам. Теперь мы берем тени белого цвета или молочного, или телесного, или лимонного. Я возьму вот такие вот тени телесного цвета. Итак, вот то, что у нас здесь скатился тональный крем, ничего страшного, мы его выравниваем, обязательно выравниваем, чтобы у нас потом не было никаких комочков, ничего. И теперь мы наносим тени, которые набрали, полностью на всю поверхность подвижного века и под бровь тоже. Вот такими вот движениями, как будто бы мы вбиваем тени в
кожу. Хорошенечко проходимся там, где у нас линия роста ресниц. Под бровь. И также мы еще наносим на нижние ресницы под. Дальше мы берем персиковый хайлайтер или персиковые перламутровые тени. Я буду брать персиковый хайлайтер. И мы его наносим. Начинаем от середины подвижного века. И тушуем мы его вот сюда и вверх. И мы вытягиваем вверх под бровь и даже можем как бы вытянуть к виску там, где у нас уже есть хайлайтер. Персиковый хайлайтер мы также наносим и на нижние ресницы. Но не по всей длине, а лишь наполовину. После того, как мы нанесли хайлайтер или перламутровые тени персикового цвета, мы берем с вами тени цвета кофе с молоком или молочного шоколада. Я буду брать вот этот вот цвет. Наносим его на кисточку. И кисточку обязательно мы берем вот такую, бочонок, потому что нам нужно будет сейчас вводить этот цвет в складку. Итак, нанесли, все лишнее стряхнули с кисточки, поставили кисточку вот сюда и открыли глазик. И теперь мы вводим складку, то есть при открытом глазике вот это вот наша складка. И хорошенечко тушуем. Тушуем мы к виску. И также мы наносим этот цвет на нижние ресницы. Не по всей длине, а только на половинку или на четверть. После того, как мы ввели складку тени, мы еще хайлайтером проходимся под бровью. Ну и теперь, можно сказать, самое сложное — это стрелки. Я уже один глаз нарисовала. И теперь второй мы нарисуем вместе с вами. Итак, для начала мы смотрим линию роста нижних ресниц, да? И представляем, как бы, что мы ее продолжаем. Смотрим, да, как бы вот я веду, так сказать, линию и приблизительно ставлю линию туда, куда она бы продолжалась. Дальше я рисую линию
на верхнем веке. Обязательно смотрите, чтобы когда вы открываете глаз, чтобы у вас линия не терялась. Соответственно, если у вас веко нависшее, то нужно очень-очень аккуратно рисовать эту линию. Нужно ее делать как можно тоньше. Если у вас веко не нависшее, то здесь, в принципе, можно делать широкие стрелки. Итак, теперь мы соединяем наш хвостик с остальной линией. И самое главное, мы смотрим, чтобы у нас стрелки были одинаковые. Не переживайте, если с первого раза у вас не получилось, и не нервничайте, просто подотрите немножко, потом можно подрисовать тени, подрисовать хайлайтер. Практически ни у кого не получается с первого раза. Главное это не нервничать, не сдаваться, пробовать, пробовать и пробовать. И теперь наносим тушь. Тушь я буду наносить в 2 слоя. Наношу сначала первый слой. Дальше кисточкой хорошо прочесываю и наношу второй слой. Если есть такая необходимость, то прочесываю еще раз. Ну и теперь для того, чтобы не испортить макияж, а сделать его еще красивее, еще ярче, мы будем наносить красную помаду. Но очень важно правильно подобрать тон красной помады, который подойдет именно к вашей коже и к вашему лицу. Как это сделать? Нужно улыбнуться, поднести помаду к зубам и посмотреть, если ваши зубы рядом с этой помадой смотрятся белее, то это явно цвет помады вам подходит. Если же ваши зубы стали желтее, это значит, что именно эта помада, цвет этой помады или тон этой помады вам совершенно не подходит. И ни в коем случае нельзя красить губы этой помадой, иначе весь макияж будет испорчен. Наш голливудский макияж готов, а вам огромное спасибо за то, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Также подписывайтесь на меня в Facebook и Instagram. А главное, не ленитесь, ведь это так легко быть красивой каждый день. Всем огромное спасибо и пока!